Всем привет! С вами Римский Легион. Мы продолжаем нашу серию полезных гайдов для быстрого освоения в игре Conan Exile. В этом видео мы расскажем вам, для чего нужны обелиски, в какой последовательности лучше всего их открывать и какие необходимые рецепты при этом мы сможем изучить. Приятного просмотра! Давайте для начала разберемся, что такое обелиски и для чего они нужны. Обелиски — специальные игровые сооружения, которые разбросаны по всей карте и предназначены для перемещения по ней. Всего их 10. Для активации такого портала достаточно подойти к нему и нажать на кнопку E. Далее необходимо будет построить картограф для телепортации на обелиск. Обычно на приватных серверах администрация со старта ставит картографы возле обелисков. Прошлую серию мы закончили на том, что получили 60 уровень на человекоподобных обезьянах в Нижних Джунглях. Если вы пропустили эту серию, ссылка на нее есть в описании. Итак, что же полезного мы можем здесь изучить и куда нам двигаться дальше? Идем в сторону кемпа лемурийцев и изучаем религию Даркета. В будущем мы с ее помощью будем крафтить баф эликсир свободы, который увеличивает стамину. По пути к обелиску подходим к лодке и нажимаем на Е. Нас телепортируют в данж Дагона, где мы можем изучить древние лемурийские оружия. Первое, что изучаем, это лемурийский топор, так как для изучения не требуется ни броня, ни раб. Перед изучением рецептов убедитесь, что вы изучили в талантах инструменты из звездного металла. Аккуратно подходим к столу с топором и для изучения нажимаем на кнопку Е. Для изучения следующих рецептов мы рекомендуем брать с собой раба и иметь броню, а также быть очень аккуратным, особенно это касается новичков. Идем дальше. Прыгаем вниз и плывем под водой в нужную комнату. Здесь изучается трезубец. Для его крафта понадобится чешуя, которая добывается со здешних мобов. Выходим из данжа и идем в данж королевы ведьм. Убиваем двух больших мраморных громил и саму ведьму. Поднимаемся на трон и изучаем рецепт лемурийского копья и меча. Ключик, который падает с ведьмы, открывает что-то в супермире. Удачных поисков! После идем открывать обелиск нижних джунглей и двигаемся в сторону верхних джунглей, добежав до которых нам нужно будет открыть только обелиск. С верхних джунглей через галеон перемещаемся на провал. Здесь открывается обелиск и изучается рецепт оружия и доспехов из костей драконов. Рецепт находится в самом провале, куда нужно осторожно спуститься сверху, но если вы не уверены в своих силах, мы рекомендуем обойти провал и зайти через главный вход. Также обращаем ваше внимание, что для изучения этого рецепта необходимо в талантах изучить инструменты из звездного металла. Далее нам предстоит долгое, но продуктивное путешествие к северному обелиску. По пути можно изучить религию Сета, Зата в паучьем логове, Митры, а также рецепты полуночного алхимика. В этом рецепте изучается зелье звериной памяти, которое сбрасывает характеристики персонажа, и полуночное зелье, которое телепортирует персонажа в данж Джбал-Сага, где, победив финального босса, можно изучить религию Джбал-Сага. Рекомендуем идти туда с рабом. В конце пути открываем обелиск на Серном озере. После открытия двигаемся в сторону безымянного города, где мы сможем открыть обелиск и изучить рецепт картографера. Далее идем на юг в сторону Клоаки, где нам нужно только открыть обелиск. После этого телепортируемся через картограф на Серум. На Серном озере прямо за обелиском есть данж крепость Клоэля, где изучаются топовые улучшения для брони и оружия. Первый раз без раба тут не обойтись. С Серного озера двигаемся на север для открытия Курганского обелиска. Здесь можно изучить рецепт готовки из зеленого чая. В будущем он потребуется для готовки перов Сета. О них мы поговорим попозже. После изучения идем дальше на север для изучения обелиска возле ледяного храма. В самом храме можно изучить рецепт инструментов и орудий из черного льда. Телепортируемся обратно на курганы и бежим к ледяному мосту. Тут открывается обелиск и рядом в данже душегуба изучается рецепт доспехов легиона. Место темное и запутанное, поэтому рекомендуем идти туда с рабом. Убиваем босса, получаем с него сердце душегуба, из которого можно сделать двуручный или одноручный меч. Подходим к плите и изучаем рецепт. Дальше прыгаем вниз и выходим из данжа. С ледяного моста есть удобный проход на вулкан. По пути необходимо добыть немного льда, чтобы не умереть там от жары. На вулкане открывается обелиск. Изучаются рецепты оружия змеелюда возле данжа,
а также рецепты инструментов и орудий из обсидиана в самом данже. Необходимо очень много лазить. Поздравляем! Мы открыли все обелиски. Теперь можно будет поставить картограф возле своей базы и пользоваться телепортом. Для быстрых телепортов необходимо установить игру на SSD. Также мы изучили большую часть необходимых рецептов. Что нам осталось? Это рецепт брони и оружия из кхарской стали в винном погребе, который находится за баром с Конаном в Супермире. Кхарская сталь падает с боссов, и ее можно найти в маленьких сундуках, которые разбросаны по всему данжу. Настоятельно рекомендуем идти туда в хорошей броне и с прокачанным рабом. Берите с собой побольше хилок. Мы также можем изучить рецепт масел для улучшения, который покупается за 5 осколок у того же NPC, у которого мы изучали картограф в безымянном городе. Осколки можно выбить с боссов в безымянном городе или найти в сундуках, которые разбросаны по всей локации. В заключение хотелось бы вам рассказать про Воронье гнездо, которое находится в верхнем правом углу карты. Ближайший обелиск – это ледяной мост, но можно добраться гораздо быстрее через вулкан. Телепортируемся туда и просто бежим прямо мимо торговца, и мы появляемся прямо над Вороньим гнездом. Здесь очень много полезного дропа. С каждой вороны с небольшим шансом с помощью любого инструмента можно добыть полые стрелы. Самые сильные стрелы в игре. С первой вороны босса падают рецептно-кислотные, маслянистые и дрожащие стрелы. С третьего босса падают лук из полой кости, а с последней падают самые лучшие инструменты из черной крови. На сегодня все, а в следующем видео мы рассмотрим хорошие места для постройки основной базы и фармки битки. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки, а также будем рады видеть вас в нашем дискорде, ссылка в описании. Пока-пока!